Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Снежана Егорова на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Начать наш разговор я предлагаю с ситуации, которая сложилась внутри страны. Обстрелы как бы обстрелами, война как бы войной, прогревают потихонечку, да, вот эту тему, что давайте все на фронт, всем мобилизацию. Федоров презентует и кормит завтраками, причем так регулярно, то есть у него там готовы 10 проектов, чтобы всех еще лучше отправлять на войну. Буданов говорит, ну что поделаешь, ну война же, ну не можем мы. Да, надо как-то быть человечнее, быть как-то добрее в процессе мобилизации. Но внезапно выскочила проблема с полицией и вообще с правопорядком. Я таких сообщений не помню очень и очень давно. Были это, помните, может быть, такая очень популярная программа, там «Криминальная Россия» или какие-то, ну, всегда у подобных сводок, там, например, в Украине «Магнолия ТВ», когда ты идешь, смотришь и видишь, что там каждый день кого-то что-то где-то происходит, поножовщина, бытовуха, какие-то расследования. Вот у этого контента всегда есть зритель. Ну, люди как бы чувствуют этот адреналин. Но последнее время кажется, что в судорожном желании показать, что полиция работает, мы немножко по-другому смотрим на вообще положение дел в стране. К чему готовят, раз вот это вываливают вот прям ушатом на головы всех граждан? Ну, будут закручивать гайки, понятное дело, Саша. Вы же понимаете, что прежде чем закрутить гайки, нужно отпустить всех и дать возможность сделать все, что в голову взбредет, для того, чтобы потом сказать, ну, посмотрите, это же невменяемые люди, это вообще невменяемый народ. Ну, то есть перед закручиванием гаек всегда устраивают праздник непослушания. Ну, вот смотрите, для меня, например, маркером является заявление Клименко, министра МВД, о том, что нужно людям раздать оружие для самообороны. Ну, то есть это маркер. Значит, они скажут, что да, вот посмотрите, криминогенная обстановочка, каждый должен защищаться, безусловно, покупайте оружие, они заработают на этом бабло. То есть они, в принципе, вы понимаете, какое количество оружия уже скопилось на территории Украины? Имеется в виду, которая завозилась из разных стран и которая где-то на складах там по большому счету лежит. Можно, в принципе, его нормально продать под эту сурдинку. То есть, грубо говоря, если открыть офшор, так называемый, знаете, свободную экономическую зону для продажи оружия, можно заработать просто миллионы и миллиарды. Конечно, это все будет контролироваться властью, я не сомневаюсь ни секунды, они будут на этом нагревать руки, значит, они заработают, а потом скажут другое, скажут, посмотрите, как вообще ужасно все, надо же срочно нашим воячкам, нашим правоохоронцям, які мають нас захищати, їм дати надповноваження, якісь додаткові. Ну, то есть я уверена 100%, что они готовят базу для того, чтобы для своего вот этого репрессионного механизма, который они уже отстроили в концлагере, чтобы дать им больше возможностей стрелять в спину, на поражение, там, стрелять, например, какими-то, я не знаю, там, усыпляющее оружие, с собаками ходить, с овчарками немецкими. Ну, то есть концлагерь должен, в принципе, чувствовать, что здесь правит длань, как говорится, командора. Я Зачем, уверена. зачем тогда на это дают деньги? Ведь смотрите, почитал я список требований там про верховенство права, ну про всякие там вот эти, ну в общем ни о чем на самом деле, но тем не менее это вот как бы требования к кредиту. Так посмотришь, думаешь, о, вот это все-таки уровень, то есть вот эта страна, да, там демократически развивающаяся, ну если почитать текст. Но по сути получается вот этот концлагерь и режим оплачивает сейчас Европа, и очередной 90 миллиардов очередной кредит, да, вот уже вчера выписали, это прям как День Победы воспринимают многие, да, представители власти. Ну как, у них же решится финансовые вопросы. Ну, то есть из этих 90 миллиардов, Саша, как вы думаете, сколько дойдет до Украины? Ну, то есть половина, как минимум, сразу останется и осядет в карманах тех, кто выписывал и ратовал, и пробивал этот кредит, ясное дело, растечется, как говорится, по им людям. А вторая половина, она
как раз действительно для тех, для кого это день их победы. У Зеленского новая покупка, у Ахметова, наверное, новая квартира, я не знаю, у кого там еще что-то новое, у Пинчука, у Лены Зеленской и у всех тех, кто вокруг них хороводы водит. Понятное дело, что это очередной, скажем так, сахарок, который им бросают с барского плеча для того, чтобы они продолжали уничтожать это население. То есть к населению это не имеет никакого отношения абсолютно, потому что это население приговорено уже заранее. И даже те детки, которые еще где-то в какую-то школу пробираются по каким-то улицам, небезопасным, не под мирным небом, они тоже уже посчитаны. Я считаю, что, знаете, вот если посмотреть на форум, который недавно произошел, вы же помните, принц Гарри приехал, большие полеэкраны, красивые тети, дяди, значит, Яйценюк тоже вышел, значит, и демонстрировал знание своего родного английского языка, какой у него там паспорт, американский, я так понимаю. То есть, соответственно, все вот эти вот представители надзирательной власти, концлагеря, они собрались красиво. То есть у них нет войны, у них нет проблем. Так, если посмотреть на эту картинку, то, конечно, вот там вот описано, вот ця країна мрій, демократична, безпекова, значит, у них все безопасно, никто на них не нападает, никто вообще даже мысли себе представить не может, что вот эти вот администрация концлагеря, они, в принципе, виновники того, что происходит с народом Украины. То есть они где-то там, народ где-то здесь. Но, по большому счету, мы же понимаем прекрасно, кому продана земля украинская, кому принадлежат ресурсы украинские, кто приехал от британской короны, как говорится, курировать вот этих папуасов, которых они назначили на губернаторство, управлять этой колонией. Кто приехал собрать дань, мзду, кто приехал забрать, там, я не знаю, какие-то шедевры, не знаю, там какие-то картины, может быть, золотишко какое-то. Ну что-то же нужно как бы лично пересчитать, собрать чемоданчик и вывести, как говорится, наложенным платежом, для того, чтобы быть уверенным 100%, что тебе не подкинул какую-то херню. Давайте так. Принц Гарри же на этом форуме по безопасности киевским, который Яценюк организовывает, он же что? Он же к Путину обратился к Путину, говорит, давайте заканчивать войну. Получается, если вот по вашей логике следовать, ну не то, что по вашей логике, в принципе, да, ну, смотрим, да, о том, что все активы, там, секретные сделки, все на свете, ну вот, получается, хозяин приехал и предлагает заканчивать войну Путину, понимаете? То есть, ну пускай уже сами между собой договорятся, чуть не договариваются. Ну, потому что Путин прекрасно понимает, что если он сейчас примет эту сделку, так называемую, сейчас же нет договоров, понимаете, нет никаких других слов, это сделка с дьяволом. Если он сейчас примет это как данность, что Британия выиграла этот раунд, то есть, грубо говоря, они организовали, оплатили внутреннюю фронту, они снесли власть, которая была лояльна к России, они устроили войну, они, там уже не будем говорить, какими средствами и какое количество жертв было положено, им же, это ж не их люди, им не жалко, понимаете, то есть они их могут, как курей, понимаете, бросать в топку хоть всех вместе. Соответственно, если Путин сейчас скажет, да, окей, я согласен, он признает свое поражение. То есть он же совершенно другую картину мира рисует для российского населения, что мы, потомки победителей, как наши деды 100 лет тому назад, отвоевываем свою землю, свою память, свою историю, свое право на нашу победу. Мы супердержава, которая определяет правила игры, с нами нужно считаться, мы сильные, мощные, красивые, у нас много ресурсов, это наша земля, люди, давайте бегом защищать нашу землю. А если он скажет, что ну да, окей, вы выиграли, вы отобрали Украину, вы, по сути, забрали все, что наши деды и отцы, поливая кровью, отвоевывали. Вы, по сути, подошли вплотную к нашим границам. Вы будете там ставить свои базы НАТО и
все то, о чем говорилось, вот подлетное время, там базы НАТО, внеблоковый статус, вот эти подлые украинцы, типа они там за нашей спиной мутили, крутили и с нашими, значит, экзистенциальными врагами вступили в сговор. Ну так что, получается, что он должен будет сказать, ну да, мы согласны, давайте базы НАТО ставьте, давайте, типа, управляйте Украиной как хотите, давайте, типа, Польша пусть готовит ядерное оружие, давайте мы согласны, правильно? Так ему нужно сказать. То есть если он это скажет, если он признает, если он вступит в этот диалог, то по большому счету, ну, вопрос, сколько еще он продержится у власти в своей собственной стране. Ну, по крайней мере, может быть, ему лично и ничего не будет угрожать. Наверняка у него есть какие-то, скажем так, подушки безопасности. Но то, что в стране начнутся протесты и так называемая пятая колонна, охваченная оптимизмом победы их собственных соратников и их подельников на Украине, они качнут так Россию внутри, что там просто рожки до ножки останутся. Поэтому, конечно, он не согласится на подобного рода вещи. Я так думаю, это мое исключительное мнение. Я в данном случае не претендую на истину в последней инстанции, чтобы потом меня не обвиняли, кто такая Егорова и что она вообще свой рот открывает. Смотрите, тут очень интересный и деликатный момент, который вот сжимается время сейчас. Ну, очень много страстей у Трампа по Ирану сейчас. Они никак не могут договориться, он опять выходит, говорит, там дезорганизован Иран, у них там не с кем говорить, вот это все, очень много, и нужно делить на 2, а то и на 10 то, что он вещает по этому поводу. Но параллельно с тем, как в Киев приехал Гарри, да, в общем, король же, Карл, собирается к Трампу. И складывается впечатление, что это очень важно, ну, по крайней мере, для Украины будет встреча, потому что Трамп уже намекает, что вот нам нужно наладить отношения, а ведь от этих отношений зависит многое. Трампа хулил Зеленский как мог последние дни, он прям открыто, от Трампа молчание. Никто не говорит ничего со стороны Трампа, не он сам лично, по поводу, собственно, Зеленского и его, ну, таких, да, вбросов или как выпадов, давайте так назовем. И про Куштера, и про Виткофа, и про то, что ему там осталось каких-то 2,5 года, а потом же нам кто даст до гарантии, да, то есть гарантии Трампа ничего, собственно, не сулят. Вот эта встреча, она ведь на фоне вот такого перемирия очень шаткого в Иране, да, и кажется, что вот сейчас есть возможность прийти к чему-то, к какому-то соглашению по влиянию, управлению теми или иными территориями. Британцы в этом отношении ведут себя, как всегда в истории, достаточно ярко. Они знают толк в управлении вот этими колониями. Один план Зеленского поехать в Азербайджан туда, на Кавказ, чего стоит, да, то есть его рассказы о том, что давайте Британия, Прибалтика, там Нидерланды, Турция, вот этот союз создадим, и тогда вот мы будем России противостоять очень и очень успешно. Так вот, Трамп и король могут что-то решить, как вам кажется? И что это будет? Ну, то есть, кто кем управляет сейчас в данном случае, и кто кого к чему склонит? У Трампа ничего ж не получается на мирном треке. Почему? Потому что британцы не дают. Так ему и не нужен мирный трек, ему война нужна. Ему нужна война для устрашения, и, соответственно, он все делает для того, чтобы люди боялись его неадекватности. И все вокруг него, соответственно, тоже говорят, да ну, мы никак не можем на него повлиять, он же абсолютно неадекватный. И все кричат, заберите у Трампа телефон, он своими постами там устраивает вообще вот это вот, все эти бури в стакане. А все говорят, о боже, мы к нему подойти не можем. Нет, Саша, это все борьба нанайских мальчиков. Это все рассчитано на лоха. Ну, то есть на лоха, который верит во все то, что рассказывают американцы, британцы и вообще, в общем и целом, англосаксы. То есть они играют все в одну игру, которая называется «Хороший и плохой полицейский». И вот эти поездки карлика к Трампу, этого самого, сыночка его, этого рыжего, к Зеленскому, это все внешние проявления той игры, которую они ведут по отношению к России. Ну, Саша, ну что, мы не знаем, что их главная задача – это
расчлененка. То есть им нужно Россию расчленить на какие-то большие или маленькие куски для того, чтобы их можно было пожирать, как говорится, сухо и комфортно. Соответственно, они все это играют на информационное поле российское, чтобы русские по-прежнему смотрели за тем, за сем, то есть, грубо говоря, отвлекают внимание. Они как щенка, понимаете, разыгрывают их для того, чтобы вот сюда побеги, вот туда побеги, вот туда побеги, вот сюда побеги, и чтобы внимание в конечном итоге было отвлечено от важных моментов. Важный момент один. Они все действуют сообща. И вот это восторг Зеленского, который он или изображает, или действительно он испытывает его по поводу того, что мы поедем на Кавказ, мы будем договариваться с турками, а завтра мы еще с кем-то будем договариваться. Это и есть та кость жирная, которую он получает от британской короны и от Трампа, который, знаете, можно поддерживать тебя там каким-то добрым словом, а можно поддерживать, просто не обращая на тебя внимания. Это тоже в каком-то моменте, это поддержка. Соответственно, эта жирная кость, понимаете, ему показывают, что типа если сейчас вот нам удастся развести русских на то, чтобы они пошли на наши условия, считай, что мы уже застолбили вот этот вот, ну скажем так, рубеж. А дальше перегруппируемся, покажем, например, в Азербайджане, на Кавказе. Вот, посмотрите, мы выиграли. Вот, посмотрите, мы были настойчивыми, мы не отступали, мы не считались жертвами, мы бросали в топку войны десятки и сотни тысяч людей. И вот, посмотрите, русские отступили. Если вы будете действовать по нашим лекалам, то вместе мы на них навалимся и, конечно же, достигнем успеха. Но поверьте мне, Саша, среди постсоветских вот этих элит, которые в постсоветских республиках образовались, там же тоже огромное количество заинтересантов, олигархов, которые уже присели на местные ресурсы, которые уже давным-давно к народу относятся как к папуасам, к своему собственному в том числе. И я уверена, что там найдутся силы, которые с удовольствием поиграют в эту игру для того, чтобы в конечном итоге завалить Россию, ну, потому что это остался единственный, пожалуй, вот такой огромный мамонт, которого нужно загнать в яму и расчленить его по кускам. Это главная задача, она решается любыми способами. Другой вопрос, что русские только рассказывают про мы там красные линии ставим, такие-сякие, мы там ядерной дубиной размахиваем, там эскалация, мы пойдем до конца, но пока что никто никуда, ни до какого конца не идет и пытается все время договариваться. Но я не знаю, как еще можно спустя 5 лет вот этой вот ужасной бойни славян не понять, что договариваться с дьяволом невозможно. А дьявол, соответственно, он сидит там в подвалах вот этого всего букингемского отродья. И, соответственно, вот мы видим, повылазили черти, они поехали по всему миру и, соответственно, отправляют своих, именно тех, кто заинтересован. Потому что у британской короны, у его наследников нет вопросов, кто они такие. Они несут эту, как говорится, планиду, из поколения в поколение. У них скипетр, и они считают, что они управляют этим миром. И они не собираются никому отдавать это первенство. Соответственно, они относятся ко всем вот этим людишкам, к этим украинцам, к этому Зеленскому и ко всем там в России, кто сидит, и на Кавказе, и в Азербайджане, как просто, ну, понимаете, стадам народов, которые нужно резать или стричь. Помните, как у Пушкина было сказано в период, когда он был одним из участников тайного общества масонской ложи. Ну, то есть это, как известно, традиционная тема британской монархии, которая управляет скрытыми процессами, у которой вообще везде, всюду, в каждом, как говорится, в каждой дыре, не побоюсь этого слова, у них есть свои агенты.
которые сидят и делают свое дело за деньги, за деньги. Деньги правят миром, деньги, вот эти вот деньги, скрытые потоки, которые уже проложены эти, как говорится, вены руки лет 500, наверное. Если предположить, что, ну, если деньги и только деньги, то тогда бы уже, наверное, договорились бы обо всем. Ну, вот смотрите, можно было купить, продать, обменять, то есть если все настолько просто. Но погодите, 5 лет идет война, или 5-й год идет война, и она же показывает, что, значит, что-то там сидит глубинное в этой войне, какие-то идеи, кроме денег. Конечно. Вот сейчас у нас, Советский Союз там сидит глубинный, Саша. вот сейчас у Это нас очень глубинный интересная Советский история. Союз. Очень интересная история. Значит, как, ну, опять, все, ой, все там разрулили, да? То есть в соцсетях человек публикует, как там солдаты пьют воду из луж, как солдаты там, их, ну, не брошенные, они там на этих позициях голодают, показывают вообще этих солдат, да, украинских. Причем, конечно, все так, ну, прозрели, да, но у нас такое сознание, понимаете, мы гоним от себя там какие-то истины. Нам же мало кто сравнит, например, кого нам показывают, каких там холеных и классных в студиях там всяких ахиллесов, там всяких там непонятно кого, которые там рассказывают, как надо воевать. А вот рядом с ними, если поставить этих, скажем так, солдатиков, которые сняли, ну там быстро-быстро все разрулили и сказали нет-нет-нет, командиров сняли, всех там наказали, еду доставили солдатам, мол, не переживайте, все, проблема выявлена. В соцсетях ответила целая Минобороны на это. Но по сути возникает же другой момент. А какого они там находятся? Вот что они там находятся? То есть, почему вообще воюют, да, вот уже 5-й год? Если бы причина была только в деньгах, наверное, ну, эти люди не сидели бы там, скажем так, не, замученные голодом и не держали какой-то там блиндаж, окоп, посадку. А куда им деваться, Саша? Куда этим мужикам из сел, которых наловили, там каких-то трактористов, кем они там были, я не знаю, стада, например, какие-то там они выпасали. Что они делали, эти мужики? Вообще, может быть, даже ничего не делали. В селах работы уже давно нет. После того, как Советский Союз развалился, развалили все там совхозы, колхозы вообще, и села просто начали умирать, но все равно там оставались люди. Что-то они там делали, какое-то домашнее хозяйство, какие-то в них там дружиноньки були, діточки, щось там в них було. Щось вони там працювали, заробітчанами, їхали десь там працювати у великі міста, щось там, якісь ремонтні роботи. А потом их наловили, как собак, абсолютно наивных, простых вообще, людей, которые верили в телевізор і которым розказують, що вони воюють за свою батьківщину. І коли їм розказує Єгорова або Шелест, що цю країну вже продали, вони кажуть, що брехня, такого бути не може, як можна продати мою країну? Бо я ж тут народився, я тут и помру. Вот они там и сидят. А куда им деваться? Куда? Если им из каждой дырки говорят, что если ты пойдешь в СЗЧ, то еще хуже будет, в тюрьму посадят. Если ты пойдешь в СЗЧ, то тебя там поймают и руки-ноги тебе поломают. Если ты пойдешь в СЗЧ, твоих батьків або твою дружину там відключать від банковских рахунків і взагалі буде біда. Вот они там и сидят, холопы, рабы, несчастные, люди запуганные до смерти. Они думают, что лучше уже тут будем тихесенько сидеть, оце в окопах, нас хоча б ніхто не чіпає. Не кормлять, але і не чіпають. Ніхто не знає про нас, як ми тут живемо. Вот так вот они живут, вот такое отношение к людям, Саша, ко всем. Вот эти твари, подонки, скоты, которые Гаррі встречають на вокзалі, цілують його, водять його по ресторанах, ему аплодуют, вот эти подонки эти все. Вот до чего они довели украинский народ. Что женщины с детьми уже давным-давно по заработках, бабы уже там за каких-то немцев, поляков замуж выходят и новых детей им рожают. А мужичье вот это несчастное, затравленное, затраханное, запуганное, уже давным-давно потерянное во времени и в пространстве. Потому что ни школ у них не было,
ничего не развивалось последние 30 лет, все только закрывалось, и Шагренева шкура постоянно вот так вот сужалась. Ни работы у них не было, ни жизни нормальной у них не было. А потом в конечном итоге их еще на убой отправили, просто на утилизацию. Вот они там и сидят, эти несчастные мужики. Ну, просто непонятна реакция общества на это, видите? Всем А как-то... какое общество? Кого вы ждете? От кого реакция? От Оли Поляковой, которая жвачку крутит, понимаете, шляпки демонстрирует со своим Вадиком вообще, веселятся у Пениса Ильича Гордона, и Вадик рассказывает, как они классно в 90-е там нормально делали дела. От кого вы ждете? Или от Маши Ефросининой? От кого вы ждете? Какое общество? От ее Тимурчика Хромаєва, якого Маша чекає з армії чоловічка свого, а он там в Дубаях армию проходит, Украину защищает. Или от кого вы ждете? Или от Янины Соколовой, этой конченной идиотки, которая вот этих свиней ряженых приводит в студии, и они ей рассказывают, як всі маємо воювати, и Янинка така, так, будем воювать. От кого вы ждете? Или от Зеленского, или от его Ленки вообще, этой конченной скумбрии, которая стоит с таким обличчям у всей вышиванці и думает, блядь, вот это Cartier бы носить, а приходится эту хуйню на себя одевать, вышиванку, и делать вид, что я дуже люблю Украину, когда у меня там шторочки вообще в замке висят новые. И хочется чувствовать себя королевой, а приходится дояркой, кухаркой, там, несчастной скумбрии, понимаешь, лазить тут по этому концлагерю, изображать вообще, что я дуже підтримую свого чоловічка. От кого, Саша? От блядей от этих, которые в телевизоре колыхаются? Получается, что тогда, если брать эту логику за основу, то... Ну вот сейчас они все, почти все, кого вы перечислили, записали видеоролик о том, что женщина, в общем, это тоже человек. Ну, я так, если коротко. Старая тема, достаточно прогретая, о том, что вот, ну, это тема эмансипации, тема прав женщин, что женщина должна получать столько же, сколько и мужчина. Женщина, в общем, ну все как-то послушали, вроде как там не было слова «армия», правда, были военные. Вот эти медийные раскрученные лица. Но все это поняли и считали как, ну, не буду говорить все, но многие, да, там слова «армия» не было, как прогрев женской мобилизации. Получается, по такой логике скажут идти всем женщинам, и они, все женщины, покорно пойдут. Ну, то есть некому сказать ничего против, понимаете? А кто может сказать против? Вот я говорила годами против. Где я сейчас нахожусь? На Украине? А бляди из привилегированного барака, они скажут вам все, что угодно, потому что они прекрасно понимают, что завтра они скажут что-то против, и они отправятся туда же вслед за мной, на далекую чужбину, вообще непонятно, как жить и непонятно, как зарабатывать. А так они прекрасно вот это вот принца Гарри развлекать будут, своими сиськами трясти жопами и делать вид, что все прекрасно в Украине. Бачите, яка у нас демократична країнушка. Ну, можемо в Лондон поїхати. Єдине, що там поляки щось можуть сказати, що ви всі проститутки українські. Але це таке, знаєте, в Лондоні все одно гарне, добре, хорошо. Можна грошей заробити і так само купити собі квартирку там. А что? Они все зарабатывают на крови, Саша. Кого вы ждете? От кого вы ждете, что кто-то там что-то скажет? Бо вони всі такі українські стали. Артисты, которые два слова по-українськи связать не могли, в русских театрах работали. Вони тепер всі українські українці, вони спектаклі грають на українській мові. Тому що вони всі дуже люблять Україну і наших воячків. Они не видят вообще ничего, что это концлагерь. Они ничего этого не хотят видеть. Потому что своя жопа им дороже. И своя, как говорится, шкура ближе к телу. И поэтому они продают оптом и в розницу этот несчастный народ. А люди, как дурачки, смотрят на них и думают, ну, якщо в неї там все добре, вона ж каже, все хорошо, то може і у нас там більш-менш якось так воно буде. Получается, возникает главный вопрос. Так а кого бояться тогда? Ну вот если все настолько так, ну, перед кем сейчас вытанцовывают, понимаете? Вы же видите, мы с этого начали, что сейчас система пытается выстроить, да, какую-то там показательную работу. Сейчас столько этих видео, и там задержали, и тут. Смотрите, мы работаем, мы
Они реально перепугались после инцидента в Киеве с вот этим голосеевским стрелком. Даже там на Химпром накинулись, на вот этих, судили вчера, ну, вот этих ТЦКшников, которые из Одессы. Все повылазили по этому поводу, понимаете? И говорят, вот, смотрите, работает система, справедливость есть. Для кого тогда это показывают, раз все настолько, ну, в общем, запущено? Образцово-показательная порка называется. Саша, вы же знаете прекрасно, что всегда есть терпилы, которые стоят в очереди и которых порежут при первой необходимости. Но на самом деле это все для того, чтобы немножко людей, знаете, как это, подуспокоить. Но сколько ты не успокаивай, сама по себе система – это сатанинский адский ад. Когда все продано и людей отправляют на убой, самое главное, чтобы бараны, которые идут на бойню, не догадались раньше времени и не снесли тех, кто их потом будет там на бойне расчленять. Главное, чтобы они верили по-прежнему козлу-провокатору. Поэтому козел-провокатор должен выглядеть, понимаете, максимально привлекательно, щоб барани по-прежнему вірили в нашого президентика. Подивіться, який він молодець, хороший батько, чарівний чоловік. Він нас любить, за нас воює, гроші для нас просить. Где? Хто увидел вообще ці гроші? Ось ці всі гроші, грошенята, які золотой дождь просто проливался, судя по всему, на украинские земли. Где вообще, в каком городе, в какой стране, что было построено, какой детский сад, школа, где та країна мрій, кроме жопы и сиськи Ольги Поляковой, Машки Ефросининой и этого черного рта, этой Янины Соколовой. Ну и же с ними там другие эти идиотки. Где вообще, у кого стало лучше, кроме вот тех, которые вокруг принца Гарри водят хороводы? Ты понимаешь, Саша, ну что сказать, это кого бояться? Сатану бояться. Сатану, понимаешь, он же не просто так, он не, как это, картинка где-то там в церкви на стене. Он внутри человека, когда человек кланяется своим палачам, когда он участвует в создании концлагеря, когда он готов яйца по 17 гривен штучку продавать в то время, когда рассказывает другим, что нужно воевать за правду, справедливость и краину мрий, а потом покупает себе паспорт американский, уезжает в Америку и живет там, процветает, припевает и нормально себя чухает. Кого надо бояться? Вот эту вот гнусть, которая внутри у каждого сидит, этот страх липкий, который не позволяет человеку правду сказать, это отсутствие эмпатии, человеческих вообще отношений к другому человеку, к детям маленьким. Вы посмотрите, в каком пиздезе живут эти несчастные дети. Там же есть какие-то дети, там же есть еще какие-то школы, садики, я не знаю. То, что с их детьми творят, то, что они на родном языке разговаривать не могут, и то, что батька в них Бандера вдруг стал, понимаете, что, в принципе, дает основание считать, что эти дети тоже приговорены. Если они будут расти в такой идеологии, и если будут продолжаться это противостояние, и если не завалят Россию окончательно и бесповоротно, а русские все-таки закусят у дела и будут продолжать отстаивать свое право жить в собственной стране и говорить на собственном языке и самим определяться, какое место в этом мире им занимать, то, в принципе, это будет действительно вот эта бесконечная война, когда будут вот так вот новые и новые и новые поколения сталкиваться для того, чтобы умереть окончательно и бесповоротно. Я думаю, что у британской короны, у которых, в принципе, существуют технологии, у них есть математическая модель, сколько нужно еще лет, чтобы вот это все продлилось, для того, чтобы славяне, православные, полностью сами себя самоуничтожили. Ну, И с вообще, помощью средств конечно, массы... я с вами согласен насчет... Ну, вот просто если посмотреть на Украину под другим углом, ну так а что там, много там православных осталось? Ну, вот так, если разобраться. Даже те, которые осталось, те, которые... Им придумали там другую церковь, им, ну, вот эту вот государственную, да, им позакрывали храмы, сделали все, чтобы... Ну, то есть, ну, а сколько их там, да? Хорошо. А потом мы приходим к выводу, а сколько там белых осталось? Ну, вот элементарно, да, вот через 10 лет вот мы спросим, а кто вообще эти люди? То есть они же активно говорят, надо привлекать там работников, привлекать еще. Вопрос, конечно, поразительный.
воюющую страну звать мигрантов трудовых, ну, это очень дело неблагодарное, но все как бы делают морду кирпичом, как выражаются, и вот прут по этому пути. Да, вот нам нужно легализовать, чтобы приехали и тут работали. А ты так вот смотришь, подождите, но это же воюющая страна. Даже там не шибко богатая была там до большой, имеется в виду, войны. Ну, вот так вот, чтобы... Но, тем не менее, мир — это главный залог вот успеха этого дела. Ну, а ты так смотришь, получается, православных нет. Они заходят, там люди, иноверцы приезжают вообще из других территорий. Причем нам рассказывают на экспертном уровне, что без этого нельзя. Люди посмотрели, ну да, правда, без этого нельзя. И согласились. А дальше их становится больше, больше. И, в общем-то, Украина и поменяла свой облик. И все и забыли, какой была когда-то Украина, как она радовалась и получала в дар от развала СССР там какую-то свою независимость, какой была тогда и какой становится посредством в том числе и вот этой войны. Как вы думаете, вот это вытравливание воспоминания, как было до войны, это ведь конкретно тоже план, тоже Конечно. тех же британцев? Да, конечно, Саша, но я об этом уже годами говорю. Что думать вообще? Просто люди должны это уже наконец-то увидеть. А зачем памятники вырвали с корнями, щёрса с лошадью, только копыта остались? Зачем они валят памятники? Зачем они сносят надписи? Зачем они уничтожают кладбища? Зачем они язык вытравливают? Зачем они храмы перепрошивают? Для этого, для того, чтобы не осталось никакой памяти, кто здесь жил. А что, мы не знаем из истории, что были цивилизации, которые исчезли, и от которых остались только глиняные горшки? А что Украина думает, что, слушая Притулу и убийцу Стерненко, которые наживаются на их крови, которые на военно-промышленных масштабах производства дронов миллиарды делают на смерти? Что они думают, что им счастье какое-то подвалит или что? Или в том, что они ненавидят собственных родственников, которые живут на территории России. И они тоже в этом не виноваты, что они жили все эти годы, родились в Воронеже, в Пскове, где-нибудь в Омске, Томске, Новосибирске. Тетки, дядьки родные, родственники, братья, сестры, то, что они их ненавидят и говорят, что москалив на гиляку, и по 5 лет уже не разговаривают друг с другом. Это что? Это не технологии? Что люди кровь свою родную от нее отрекаются ради того, чтобы Притула миллионы заработал, чтобы Зеленский миллиарды вывозил на крови, чтобы убийца Стерненко был главным героем их романа, как говорится. Эта страна проклята, Саша. Люди сами себя прокляли отсутствием памяти. И я могу сказать, вот знаете, меня обвиняют в том, что я иногда говорю, а кто вообще дал Зеленскому гарантии безопасности личной? Разве не Путин, не Кремль? А мне говорят, как ты можешь такое сказать? Мы воюем за, русский мир. Так хочется посмотреть вообще, почему, по большому счету, русские, видя все это, что уничтожается украинский народ, при этом дают возможность этому концлагерному режиму так хорошо себя чувствовать. Может быть, они наблюдают за тем, как это произойдет на малой форме, потому что Украина – это, по сути, эквивалент России во многих вопросах. Это такое же было мультикультурное, многонациональное государство с белыми людьми, православными и прочее, которые посредством средств массовой информации, по определенным лекалам, вот так вот прямо растворилось во времени и пространстве. А потом они сделают под предлогом того, что война, только с другими, скажем так, нарративами, то же самое с Россией. Может быть, там тоже сидят те, кто, по большому счету, продолжает дело Ельцина и Горбачева. Ведь советские люди, они же свято верили своему руководству. Они же даже подумать себе не могли, что когда им сказали, что теперь мы будем свободные, независимые, и все у нас будет хорошо, каждый будет свое сало жрать у себя под лавкой, что они в тот момент в Кремле были
предателями, и они, по сути, сдали вообще все наработки наших дедов и отцов, победу и все остальное вот так вот Западу за понюшку табака. Запустили туда всех вот этих вот кураторов, написали конституцию с помощью американских специалистов. Тот же Джеффри Сакс, который сейчас немножко другие вещи рассказывает, но он же воплощал в Кремле гарвардский проект. Он же был специалистом, который помогал олигархам, всяким Чубайсам, Березовским и прочим, как говорится, встраивать в советскую плановую экономику в законы свободного рынка, свободного от здравого смысла. После чего, в принципе, вот эти все олигархи и компании зашли в Россию, присели на все потоки и начали сосать и высасывать ресурсы. Распиливать заводы, пароходы, людей из заводов выгонять целыми коллективами по несколько тысяч человек. Разве это все не было в России? Просто вот интересно. И разве это не может повториться? Просто где гарантия, что это повторится? И что, если уйдет Путин, а он рано или поздно уйдет, просто по физическим, по реальным каким-то человеческим причинам, кто придет туда и сядет на его место? И как Галкин. он будет действовать? Ну, он же как, вы помните, это часто, а давайте нам Галкина, а давайте нам какого-нибудь там, ну, в общем, артиста тоже давайте. Помните же, вот когда, классно же, когда артист пришел, и все такие, ничего себе, человек не из системы, столько надежд, такой бешеный кредит доверия. И Россия смотрела, говорит, вот, так, вот это прорыв, вот это круто, вот это здорово. А потом, правда, вот видите, как к чему все и пришло. Поэтому к чему пришло, Саша? Посмотрите, как красиво все выглядит. Поверьте мне, молодое поколение, вот мы же не слышим голос молодого поколения в России, что они думают по поводу того, что происходит. То есть нету никаких ни программ, ни передач, ни каких-то там потоков, да, вот, скажем так, где бы вообще было услышано, ну, там, от 20 до 30. Что они вообще думают по поводу того, что происходит в России? Но они же рано или поздно, им будет не просто 20, а завтра им станет 30, а потом им станет 40, и они захотят участвовать в жизни своей страны. И, конечно, Галкин на тот момент, посмотрите, какой Галкин сейчас, красивый, накачанный, отец благородный, такие дети у него шикарные, жена красавица, понимаешь, вечная, бесконечная вообще Аллочка Борисовна. А они же еще и оппозиция, посмотрите, как они держат марку, как они вообще плюют в русский народ, как говорится, с высоты своего положения. Конечно, через какое-то время это будет просто, понимаете, золотое яйцо, которое снесли для них вот эти вот силы западного мира. Ведь Галкин и Аллочка Борисовна не зря Гарри и Лизой назвали своих детей. Гарри – это вот тот как раз, который сейчас шастает, как говорится, на Украинушку. Ведь карлик-король, он же тоже не вечный, бесконечный. Там же Уильям и Гарри как-то должны будут распределить ресурсы вот этого мира, которые они сейчас так активно захватывают. Любыми способами. Любыми. Они на это работают, не покладая сил, потому что это их бабки, и бабки их детей, их потомков, их семьи. И они не хотят, чтобы какие-то там постсоветские, русские там что-то там рассказывали по поводу того, что вообще вы там творите на острове Эпштейна. Вас, холопы, это касается. Что хотим, то и творим. Хотим, будем вас жрать, хотим, будем на вас срать. Что хотим, то с вами будем делать. А пока еще остаются вот эти вот отголоски Советского Союза, свободных людей, людей, которые с себя сбросили оковы, людей, которые против рабства, которые выросли в стране, которые говорили, что свободный человек, путевка в жизнь, мы люди, человек это звучит гордо, и вот эту всю херню, которую на русском языке люди еще помнят, это в прошивке их, вот этих всех нужно уничтожить, понимаете? А нужно вот эти поколения дебилов, которые смотрят тиктоки, которые думают о своем оргазме, понимаете, или еще о чем они там думают, о каких-то своих
грудях, там, о губах, понимаете, еще о чем-то, они там думают, просто тупые существа. Вот с ними можно делать все, что угодно. Они не способны к объединению, они не способны понять, что происходит, они не способны понять, как вообще от этого избавиться. Короче говоря, вот эти все вопросы, кто виноват и что делать, их давно не занимают. Книжек они не читают, Пушкина они не помнят, Достоевский слишком долго, вот эти все там декабристы, это все не для нас, понимаешь, мы на Сенатскую площадь не пойдем, и в Сибири мы не будем там нигде за своими мужьями, понимаешь, мчаться. То есть все, Саша, это последние колокольчики, звоночки, бубенчики. Если еще русские люди, славяне, неважно где, постсоветские, да, это люди, которые и грузины, и казахи, еще те, кто русский язык помнит, кто советскую школу закончил, у кого еще деды и отцы, кого они помнят, реальных дедушек и бабушек своих, если они сейчас не поймут, что происходит, не в состоянии будут объединиться и не вернут себе здравый смысл, то наши дети будут жить в аду, самом натуральном. Вот в этом электронном концлагере, где каждый будет привязан к своему гаджету, где каждый будет бояться там лишнее слово сказать, лишний лайк поставить, потому что их как обезьянок, понимаете, их как вот этих крысок лабораторных, их будут просто приучать, понимаете, к послушанию и хождению по определенному алгоритму, который им будет разрешен, потому что везде камеры вот так вот. Да, И и эта будет камера... следить будет искусственный интеллект. А ты же искусственному интеллекту ты ж не докажешь мотивацию своих действий. Все, тебя считали как, ну, будут, может, базовый доход давать. Вот тебе деньги раз в месяц. Уже такие как бы страны есть небольшие, правда, экспериментальные, но уже там Маврикии, по-моему, в общем, дают какую-то чуть-чуть денежку тебе в любом случае. Но ты чтоб, ну вот, занимайся там себе, да, как бы в этом вольерчике, да, расти, набирайся жирку. Пока не придут хозяева и не порежут твоих детей. Например, камера отследит хорошенькую девочку для острова Эпштейна. Ее приедут, просто возьмут и не спросят у тебя, хочешь ты этого, не хочешь. Понимаете, это все вот эта технология, что люди, свиньи, козлы, бараны, гои, понимаете, скоты, животные, это не люди, у которых может быть свое мнение. Вот недавно, Саша, наш с вами прошлый эфир, когда мы обсуждали, вдруг выползло такое старое чудовище с двумя вот такими челюхами, понимаете, унитазами фарфоровыми во рту, и спрашивает у своего, так сказать, зрителя: посмотрите, вот Шелест спрашивает у Егоровой, когда закончится война. На каком основании она судит о том, когда закончится война? Потому что у нее 5 детей? Потому что она ноги расставляла? Ну, это читается, понимаешь? То есть мы не имеем права судить, когда закончится война, как вообще нашим людям жить, как нам самим жить. Понимаете, завтра все, нам скажут: подождите секундочку, вам этот мандат никто не выдавал. Вы говорите не то, что принято и нужно. Нужно быть, как говорится, слишком отважным и смелым человеком для того, чтобы пойти против системы. А система выстраивается концлагерная. И на Украине этот концлагерь уже сформирован в полной мере. Все. Надзиратели, правила, администрация. Столовка, да, столовка. Столовка, конечно, понимаете, эти, как они называются, вышечки, вот эти вот, которые с автоматами. И, короче говоря, вот, пожалуйста, прекрасный пример. В центре Европы под открытым небом, ну, Палестина просто отдыхает, ту, которую выстраивали как анклав концлагерный, вообще геноцид под открытым небом, израильтяне. Вот они это сделали Так с... вы же понимаете, вот я вот когда вот вас ну, слушаю, вот мне хочется задать простой вопрос. Так неужели благородства не осталось? И вот только набираю воздуха в грудь, как сразу у меня перед глазами вот этот материал, который, ну, меня поразил на этой неделе, поэтому извините, что часто о нем упоминаю. Это вот эта вот история с Донни Лэндом. Ну, это просто какое-то, это какое позорище, понимаете? То есть сейчас вот эти солдаты голодающие, да, которых показали там
публично сняли командующих. Получается, они за что воюют? Чтобы там был Донни Ленд? Да. То есть, Донни Ленд, флаг зеленый и золотой, в чат GPT напишет вам гимн, то есть сделаем там офшорную зону типа Монако. Разница только в том, что там не будет покупать какой-нибудь Ахметов за 500 000 себе квартирку. То есть они думают, вот сейчас мы вот... И они вот это... Понятно, это может в шутку, да, ну... Нет, Саша, это не Нет, шутки, смотрите, нет. даже если там было сказано, ну, предложено в какую-то шутку, но вот вообще, а как люди с таким чувством юмора, да, вообще, они же... Ну вот хочется спросить, где благородство, Снежана? А ты посмотришь, а это люди, которые переговорщики от страны, воюющей который год, истекающей кровью, которая сражается с гораздо более крупным противником, эти же, да, вот это вот за неньку, вот это все. А это не отправляют переговорщики, и не ж думают, что эти переговорщики о чем-то путнем там будут договариваться, а они там о Донни Ленде лясы точат. И так хорошо всем, так весело. И ты смотришь, думаешь, ну о каком благородстве может идти речь, понимаете? С чего все начиналось и к чему все пришло. Поэтому это просто какой-то нонсенс. Но все-таки где-то же должны быть вот эти залежи, вот эти песчинки, которые из грязи моют, как вот, да, золото моют, вот песчинки какого-то благородства и надежды. А то как бы пора обматываться в белое простирадло, как говорят, и И ползти, листы на кладовище, и да? ползти в ту сторону. Не знаю, Саша, если честно, вот эти вот песчинки, они по всему миру разбросаны в очень малой пропорции. Потому что, конечно же, уже новое поколение полностью привязаны к информационным потокам, которые в любой стране мира, на любом языке провозглашают одни и те же нарративы. Потому что все средства массовой информации, они находятся практически в одной корзине. Есть только вот эти отщепенцы типа Такера Карлсона, который сам лично пришел к какому-то выводу, да, там есть, например, в Голливуде, например, есть тот же Мел Гибсон, которого травили за то, что он снял реальную историю Христа, как его распяли и кто. То есть есть только единичные люди, столпы такие, которые прорываются через вот это вот болото, которое покрывает человечество сеткой. Потому что деньги кровавые, страх вообще, и вот это вот стремление, знаете, поживиться, вот это вот все время бросают в кормушку вот это вот едло и петло. И люди, как животные, прут вообще к этой кормушке, и когда они уже рыло свое в эту кормушку всунут, они уже ничего не видят и не замечают. Их можно брать голыми руками, Саша, голыми руками. Просто до какой степени люди превратились просто, ну, действительно, их превращают. Помните, как у Носова, который про Незнайку там снимал? Помните, там есть, когда вот этот остров дураков, которые постоянно они там катаются на каких-то там каруселях, да, там они все время крутят какие-то педальки, веселятся и превращаются в кого? В свиней. То есть вот людей как раз через вот эти развлечения, через вот это облегчение жизни, через вот эти вот, понимаете, постоянно ты смотришь, что-то листаешь, некогда ни о чем подумать, слишком много букв, слишком лонгриды, давайте быстренько, быстро, так, давай объясняй быстро, что ты там еще долго говоришь, одно и то же повторяешь, давай что-то новое, давай. И люди превращаются в свиней, их превращают через средства массовой информации. Книги изымают, книги сжигают, язык нормальный, которым они могут мыслить, перепрошивают. Для русскоязычного человека, Саша, украинский язык – это тормозная жидкость. Вот просто тормозная жидкость. Потому что на украинском языке не создано такого количества шедевров классических. То есть ты просто не можешь погрузиться в глубину с помощью украинского языка. Это поверхностная культура, которая развилась на фоне более глубоких знаний. Но когда сносится русский язык, когда люди не понимают его глубины, когда нету классики и нету понимания процессов, то, в принципе, по большому счету, чем отличаются украинцы от русских?
Чем они отличаются от кого-то другого, постсоветского, вот этих вот людей наивных, которые по-прежнему верят власти, верили ей до такой степени, пока эта власть не взяла и не разбила их страну в драбадан, вдребезги и продолжает ее, как говорится, остатки эксплуатировать в своих собственных целях, формируя олигархат, что в России, что в Украине, они могут друг друга, как говорится, смотреться как в зеркало. Я думаю, что они прекрасно встречаются и тусуются там где-то в Монако. Вообще разницы никакой. Вот этому пример, например, этот Ахметов. Ну а что плохо человеку, Саша? Вы говорите, воюющая страна, истекающая кровью. Где у Ахметова вообще воюющая страна, истекающая кровью? Где? 550 миллионов долларов, понимаете, квартирка, яхта, дача. И вдруг начинаешь об этом говорить, а все, не надо завидовать, считать чужие деньги. А какие же они чужие? Откуда взялись эти денежки у Ахметова? Он что, британской короны сын или что? Он сын короля? Это же все наши деньги, это деньги, украденные у людей, у вот этих вот стариков, которые сейчас платят Дитеку последние деньги, все время повышаются и повышаются тарифы, что люди уже не знают, где эти деньги взять, работы нет, дохода нет, у тебя все отбирают, и еще на тебя вот эти вот законы набрасывают, что если ты не платишь, то в принципе за долги у тебя и квартирку могут забрать. За долги тебя могут за границу не выпустить. Это что? Это как вообще? Это что, не концлагерь? Это не сетка? Это не удушающая вообще вот эта удавка на людей? Это не капитализм в его самом уродливом виде. Просто когда люди возмущаются, что что-то не так, как-то не так, и не понимают, что их ведут на убой, их уводят из того пространства, в котором они росли и жили, советского, социалистического, значит, с социальным лицом, когда общество кому-то нужно, ваши дети кому-то нужны, государство о вас худо, бедно, но заботится, оно берет на себя обязательства. А когда вы пришли в капитализм, и вам рассказывают, типа, подождите, а вы кто, холопы? А мы ж хозяева, мы хозяева жизни. Мы определяем законы, правила, мы пишем законы. Мы тут будем вам рассказывать, что вам думать и как вам жить. А если вы что-то там рот открыли, вам расскажут вообще, кто вы такие, куда вам идти. Потому что у нас есть вот полиция, не милиция, которая народ защищает, а полиция, которая народ угнетает. Потому что она работает на власть. И все, вот, пожалуйста, наши деды и отцы воевали, умирали для того, чтобы их дети жили в счастливом будущем, в справедливом обществе. А их дети, долбоебы, извините на добром слове, взяли и плюнули в это справедливое общество и вернулись в прекрасную монархию, аплодируют принцу Гарри, скоро его детей будут, понимаете, целовать песок, по которому они ходили. Ну, то есть это как, скажите, Саша, это где? Это почему? О каком благородстве вы говорите? Благородная баба Лиза, которая наплодила этот свой выводок крысяцкий, и вот этот ее принц Эндрю, который детей пожирал на острове Эпштейна. И ничего, нормально. Никто же его не распял, не повесил, не посадил, вообще не осудил. Так сказали, пожурили. Ну ладно, лишим тебя всех там каких-то почестей, сиди дома, не гуляй, как говорится. И то, я думаю, что домой ему туда тоже по-прежнему поставляют, как говорится, сладенькое, то, что он привык обычно потреблять, с рождения. Вы думаете, баба Лиза не знала, кто ее сынок, кто вообще все ее детки? И кого могли воспитать в рамках этой королевской семьи? Кто вообще этот принц Гарри? Они изображают только благородство. А вы не помните, вот эти вот были фотографии, как принц Гарри на какой-то там вечеринке, когда был маскарад, он пришел в костюме с эсэсовской свастикой. А бабушка Лиза, когда была малышка, когда еще ее дяденька был королем, как она там в Виндзорском парке зиговала вместе со своей сестрой. Они и есть нацисты. Они и есть. И им вот эти мы, наше поколение постсоветских людей, отдаем пальму первенства. Им поклонились элиты, олигархи, не только в Украине, но и в России, поверьте мне. Просто
русские еще до такой степени не дошли маразма. Страна больше, людей больше, и это невозможно прямо немедленно, срочно и бегом вот это все, как говорится, воплотить в жизнь. А в Україні, знаєте, всегда считалось, що це смарт-країна, знаєте, розумна країна. Можна від кінця до кінця проїхати за добу. Поэтому, в принципе, эти процессы все произошли гораздо быстрее. Март еще маленькая, ну маленькая, чего тут маленькая. Правда, такая маленькая, что самая большая страна в Европе была, да. А сейчас некоторые города побольше населения, чем вообще в целой Украине, в целой стране. Вот сейчас до этого и довели. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Друзья, держитесь, будьте бдительны и помните, что ваша жизнь теперь исключительно в ваших собственных руках. Думайте, с кем вы, где вы, что и куда, потому что сейчас надеяться можно только на Бога. Не отворачивайтесь от Него, и Он не отвернется от вас. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.